Привет, друзья! Сегодня снова вернемся к теме бэкстейджей и посмотрим, как мы с моей моделью сделали вот такие фотографии абсолютно бюджетно, используя лишь одну студийную вспышку и китайский RGB фонарик, а также минималистичное пространство с серой стеной. Меня зовут Александр Макушин, и здесь, на своем канале, я рассказываю о фотографии и обработке. Поехали! Съемки с неоновым светом ассоциируются с киберпанком, к которому в последнее время подрос интерес по разным причинам. Юбилею оригинала «Бегущего по лезвию», роста интереса к сиквелу, десятилетию выхода «Трон. Наследие» и старту продаж «Киберпанк 2077». Я тоже решил поснимать что-то на эту тему, но усложнил себе задачу. Использовал только такие приемы, которые мог бы применять любой другой фотограф. Первое, с чего я начал, это с поиска референсов, фотографий и картинок, которые бы подсказали вектор мысли и необходимые цветовые сочетания. Это хорошо помогает во время съемочного процесса и позволяет экономить время. Несколько будущих фотографий по традиции я схематично зарисовал в своем блокноте. Хотя художник из меня так себе, важно было понимать последовательность съемки. Второе, что меня больше всего волновало, это цветовые сочетания. Изначально планировал использовать два цвета, чуть позже поясню почему. В качестве модели выступила моя хорошая знакомая Татьяна, именно с ней мы снимаем классные работы и постоянно засвечиваемся в фотоконкурсах. Она молодец, поддерживает все мои идеи. Первое, с чего мы начали, это с попытки получить вот такой снимок. Все было предельно просто. Я установил на вспышку так называемую портретную тарелку, которая есть практически в любой студии, и включил только пилотный свет, чтобы возник такой своеобразный ореол. Естественно, модель важно было разместить четко по центру. Слева я поставил карманную RGB панель, постоянно использую эту штуку в съемках, отличная инвестиция, да и в моей домашней студии помогает. Тот цвет, что вы видите позади монитора, от нее. Итак, панель добавила нам небольшой оттенок, а в качестве основного источника света у нас было окно. Для того, чтобы не создавался сильный контраст, я поставил белый лист пенопласта. Свет отражался и смягчал тени. В результате мы сделали несколько кадров, затем мне было важно снять вспышку без участия модели, исключительно с помощью штатива, чтобы не терять необходимый угол. И уже на стадии редактирования я вырезал портретную тарелку в качестве отдельного слоя и вставил в кадр. Это было необходимо для создания ритма. Без тарелок горизонтальный кадр казался бы очень пустым. Затем мы стали снимать несложные портреты, где один оттенок я получал с помощью подбора цвета на RGB панели, а вторым источником, который давал один и тот же постоянный оранжевый свет, стала обычная студийная вспышка в режиме пилотного света. Хотя ее мощность невелика, вполне хватило для получения таких снимков. В определенном смысле свет из окна оставался заполняющим, и чистый цвет никак не влиял на общую картину, но не давал полностью провалить одежду в тень. Кстати, очки со стеклами я купил на AliExpress за 100 рублей, они придавали завершенность образу. Сам образ был вдохновлен «Бегущим по лезвию», необходимо было подыскать в гардеробе длинное пальто и очень простую нейтральную одежду под ним. Основная работа заключалась в том, чтобы правильно находить угол падения света, где он красиво ложился, не создавая при этом сильных теней. Фотографировал я на 50 мм, такой фокус на расстоянии позволяет снимать портреты на расстоянии вытянутой руки, которая также помогала в освещении. К тому же линза 50 мм одна из самых популярных. Потом мы решили сделать прямую отсылку на «Бегущего по лезвию». Весь вечер пытался сделать того самого оригами единорога из фильма, принес его на съемку, и теперь было важно найти правильный угол, чтобы и со светом было хорошо, и оригами органично смотрелся в кадре.
Попробовали несколько вариантов, и один из них меня лично поразил. В очках стала отражаться вспышка, и мне лишь оставалось разместить это отражение в центре, чтобы яркая точка создавала иллюзию зрачка, и у зрителя возникало больше поводов для интерпретации. Ведь в фильме «Бегущий по лезвию» отражение в зрачках играло важнейшую сюжетную роль. А вот потом с точки зрения технологий мы все чуть-чуть усложнили и попробовали поснимать с импульсным светом. Я прикрепил к вспышке синий гель, это такой полупрозрачный пластиковый лист с определенным оттенком, а RGB панель я переключил на пурпурный цвет. Саму вспышку поставил под углом, чтобы свет не бил под прямым углом сзади, а бил под острым. Это позволило уменьшить силу света, чтобы не перекрыть мощность RGB панели. При этом вспышка даже под таким углом все равно неплохо заполняла пространство синим цветом. Затем панель я передал в руки модели, чтобы свет исходил снизу и заодно напоминал свечение от какого-то технического гаджета будущего. Мы также попробовали несколько вариантов съемки и постановки кадра. Последний снимок в подборке изначально задумывался под редактуру в Photoshop, и в качестве источника вдохновения был вот этот кадр из фильма «Бегущий по лезвию» 2049. Для того, чтобы его создать, я применил две вспышки, но обе из них прицепил оранжевые гели и поставил под углом, чтобы свет был более-менее равномерным. Сделал кадры, проявил в конвертере, а затем в Photoshop удалил буквально в один клик вспышки с помощью заполнения с учетом содержимого. Затем отделил модели от фона, поработал с самим фоном, накинул градиент и сделал в отдельном слое две планеты на заднем плане, чтобы картинка смотрелась живее. Я не планировал полностью рисовать пустыню, как в фильме, просто воссоздал нарочито искусственное пространство. Получилось вполне симпатично. В конце я сделал еще несколько крупных планов, где у нас было всего два источника света, собственно, та самая RGB панель и обычный свет из окна. В плане обработки все было предельно просто, ведь работать с оттенком кожи в данном случае не нужно, он и так залит определенным цветом. Хватило работы в RAW-конвертере, в Photoshop копался исключительно с пластикой и иногда чуть-чуть корректировал оттенки. В общем, здесь история про то, чтобы хорошо снять и правильно работать с доступным светом, а не сидеть в редакторе. Вот такая интересная серия получилась, ее вполне легко реализовать в обыденном пространстве, если иметь под рукой всего пару источников постоянного света. Конечно, снимая где-нибудь в Москве в крутой студии с неоном, и результат будет лучше, но когда ты живешь в небольшом российском городе, то начинаешь опираться на то, что имеешь под рукой. И этого вполне хватает, согласитесь, чтобы создавать интересные картинки в портфолио. Надеюсь, вам было интересно. По традиции оставил один кадр для того, чтобы вы поработали с ним самостоятельно. Он находится по ссылке в описании. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делиться мыслями в комментариях и заглядывать во вкладку сообщества. Желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео.